Здравствуйте, меня зовут Марина Диденко. Кто я и чем занимаюсь, вышло немного две разных вещи, если что, посмотрите в Инстаграме. Но вам важнее, что сегодня мы будем разбирать тему построения кредитной истории. Вы узнаете, первое, что такое Credit Score и зачем он так остро нужен в США. Второе, из чего состоит кредитный рейтинг и как его, собственно, построить. Ну и третье, полезные лайфхаки и советы, как не загубить, а улучшить свою кредитную историю. Собственно, эти основные вопросы мы сегодня и раскроем. Итак, первое, что такое Credit Score и зачем он так остро нужен в США. Кредитный скор – это количество баллов, которые вы набираете в своей финансовой деятельности. Вся ваша кредитная история нужна для того, чтобы потом понять, насколько надежный вы человек, в финансовом плане, естественно, насколько платежеспособный и можно ли вам доверить кредитные средства и надеяться, что они будут при этом возвращены. Предположим, вы хотели бы взять машину в кредит. Банк посмотрит на вашу кредитную историю и примет соответствующее решение. Если Credit Score будет низким, это будет указывать на то, что вы не вовремя оплачивали свои счета, не вовремя погашали свои задолженности кредитные или вовсе не отдавали кредит. Тогда, скорее всего, банк, если и выдаст вам кредит на машину, то это будет под очень высокий процент и к тому же обяжет иметь также и очень высокую дорогостоящую страховку. Ну или, как я уже сказала, вовсе откажет вам в покупке, в кредите на покупку машины. Если у вас все-таки высокий кредитный показатель, то банк молниеносно предоставит вам кредит и, скорее всего, по самым таким выгодным, приятным условиям для вас. С моей точки зрения, это, конечно, выглядит чуток парадоксально, ведь если человеку и так тяжело оплачивать его счета, а ему нужна машина, например, для того, чтобы добираться до работы, и обратно, то лучше бы они дали какие-то скидки и выгодные условия для этих людей. Хотя это, наверное, утопическая идея. Я как экономист, конечно, по своему первому образованию их очень хорошо понимаю. Поэтому вопросов, как говорится, не имеем. И отсюда резюмируем. Захотите совершить дорогую покупку, то бишь дом, квартира, машина, арендовать жилье, открыть кредитную карту, начать бизнес, и так далее. При отсутствии кредитной истории или обладая очень низким кредитным скором, вы не сможете проделать ничего из вышеперечисленного. Так что, с одной стороны, это защищает кредиторов, лендлордов и банки от финансовых потерь, а с другой стороны мотивирует вас вовремя оплачивать все свои счета, иметь работу с достойной оплатой и быть надежной ячейкой общества. Но возникает, как всегда, такой вопрос, что же делать нам, украинцам, которые только прибыли в США и не имеют абсолютно ничего, ни самой кредитной истории, ни то, на чем ее можно было бы уже начать строить. Так что подобрались мы с вами ко второму уже пункту, из чего состоит кредитный рейтинг и как его все-таки построить. Технически кредитный рейтинг будет состоять из следующих пунктов. 35% этого рейтинга будет зависеть от истории ваших платежей, 30% это процент использования лимита по кредиту. Тут есть важный нюанс, наверное, позже расскажу вам его. 15%, как давно вы уже строите кредитную историю, 10% сколько новых кредитных аккаунтов вы открыли, 10% еще типы кредитов, то есть личные займы бытовые, на дом, на машину, на образование, на роды, по здоровью, например. Была операция стоимостью в $150 тысяч. Или открываете бизнес, да? Приемлемым кредитным скором считается от 300 до 850 баллов. Но по моему опыту, если он все-таки ниже, чем 640, то с вами уже неохотно будут разговаривать. Итак, два волшебных способа, как построить кредитную историю буквально с нуля. Первый способ, самый простой, но со своими, конечно, нюансами. Если у вас есть родственники в Америке, или надежные друзья с положительной кредитной историей, и которые не побоятся добавить вас на свою кредитную карту. Благодаря тому, что вы будете подвязаны к его карте, вся его положительная история, положительные действия все будут отражаться положительно и на вашей кредитной истории и быстро строиться даже без вашего участия, в принципе, в этом процессе. То есть пока еще не имея ничего, что могло бы ее построить в вашем случае.
А вторым плюсом, наверное, можно посчитать, что вы сможете построить кредитную историю к тому моменту, когда все остальные ее только начнут строить с помощью второго показателя. Ну, а вот недостатков здесь целых 3. Первый. Если его финансовые дела пойдут плохо, то это и на вашей истории отразится негативно. Равно как и если ваши действия не совсем удачные, приведут к снижению и его кредитной истории. Второй негативный момент – это если он решит закрыть свой счет в банке, то вы потеряете все накопленные баллы, что обидно. Ну и третье, под третьим недостатком, я допускаю, что, наверное, не у всех найдутся такие удачные родственники или друзья, которые могут пойти на такие жертвы, подставляя, по сути, себя и рискуя потерять свой кредитный рейтинг в итоге. Поэтому переходим ко второму способу. Им могут, в принципе, воспользоваться, большинство из вас, скажем так. Заключается он в том, чтобы открыть так называемую Secured Credit Card. Я вам тут забыла вообще сказать, что их финансовая система катастрофически отличается от нашей. Здесь нельзя просто зайти в банк, открыть счет, положив туда $1 и сразу иметь кредитную карточку. Их тут надо заслужить. Официально вашу первую кредитную карточку вы получите только через полгода после открытия счета в банке и при условии постоянного пользования соответствующей этой сопутствующей дебетовой картой, например, путем зачисления ваших зарплат на этот счет. Кстати, не у всех банков есть кредитные карты, позволяющие строить кредитную историю. На секундочку. Об этом, наверное, тоже расскажу позже. Итак, где же взять кредитную карту Secured и как ее выбрать? С моей точки зрения, самой выгодной является Discover Secured Card. В ней всего лишь 0% это ежегодные платы, 1-2% это кэшбэк, $200 refundable, 28% variability. Наверное, давайте расшифрую, что это вообще значит. Допустим, вы кладете на карту $200, которыми пользуетесь как кредитными средствами. То есть оплачиваете в магазине покупки этой самой картой, фактически своими же деньгами, и потом должны снова пополнить ее до тех самых $200, опять-таки своими же деньгами. Годовая процентная ставка APR в размере 28%, указывает на то, что если вы храните вот этот самый остаток на кредитной карте в течение всего года, $200 всегда одинаково, остаток увеличивается примерно на 28% за счет начисленных процентов. Например, если вы поддерживали все время те самые $200 США в течение всего года, ежемесячно у вас была эта сумма, то начисленные проценты составят около $56, что в принципе это очень даже хорошая сумма. И помимо этого есть еще 2% кэшбэка на выбранные услуги, например, заправку автомобиля. Тоже хорошо. Также рекомендую открыть Security Card в банке Capital One и Chase. В первом случае там буквально чуть-чуть условия лучше, чем у Discovery, а во втором банке считается он вообще таким глобальным, который есть во всех, как меня утверждали, штатах Америки и имеет высокую репутацию. Лично я бы не обращалась в эти банки только по одной причине. Я когда переехала на свое место жительства, стала получать просто тонну писем от этих двух банков. Меня они буквально заспамили, завалили всеми своими рекламными проспектами, продуктами и так далее. И, возможно, конечно, я сужу неверно, но откуда им известно мое имя и мой точный адрес? Значит, они покупают эту информацию. И с моей точки зрения это очень смахивает на шпионаж, чего бы я лично не хотела от своего же собственного банка. Но, как говорится, решать все равно вам. Третий вопрос – это полезные лайфхаки и советы, как не загубить, а все-таки улучшить свою кредитную историю. Итак, что важно знать и запомнить? Первое. Не все кредитные карты в банках помогут построить кредитную историю. Я об этом уже говорила. Например, кредитные карточки таких банков, как Huntington, Chase, не имеют такой кредитной карты, чтобы построить. А вот в Capital One можно будет такую заказать где-то через полгода успешного пользования вашей дебетовой картой. Второе, построить кредитную историю очень сложно. Потерять ее легко, а вот восстановить заново
колоссально тяжело. Поэтому оплачивайте все свои счета вовремя и имейте secured card для быстрого и эффективного построения кредитной истории. Если так выходит, что, допустим, вам не удается внести полную сумму там, по вашему кредиту, займу или что там было, внесите хотя бы минимальный платеж, тот, который требуется. Так они хотя бы поймут, что вы стараетесь всеми силами погасить эту задолженность, а не просто решили забить на них. Третье. Процент использования лимита по кредиту, о котором упоминалось ранее, не должен превышать 30% от той суммы кредитных средств, что у вас лежат на secured card. Поясняю. Допустим, у вас там те самые заветные $200 на secured card. Да? Это значит, что лучше использовать только $60 в месяц из этих средств. Почему? Если превысите эти 30% от суммы, значит вам постоянно не хватает денег, и вы зарекомендовываете себя как не умеющий планировать свой бюджет человек, что значит, что вы ненадежный заемщик. А если использовать меньше этой суммы, значит вам кредитные средства не особо-то нужны, а значит вы им не интересны, что также будет негативно сказываться на вашей кредитной истории. Да. Вот такие волшебные 30%. Ну и еще одно. Не возвращайте сразу использованные деньги. Подождите хотя бы там дней 5-7, недельку, чтобы это все зачислилось вам туда в Credit Score, потому как быстрое возмещение средств не позволит пройти им в этой системе как заемные средства и, соответственно, никак не добавит вам вообще рейтинга. Запросы на проверку кредитной истории снижают ее приблизительно на 25 пунктов. Это реально много. Случается это, когда вы, допустим, осматриваете квартиры. Ваш будущий лендлорд проверит вас обязательно. Или если желаете приобрести машину, вот сколько салонов вы обойдете, ровно столько и будет вас проверять, и ровно настолько и умножите эти 25 баллов кредитного скора, на которые потом упадет ваша история. Здесь, кстати, лайфхак. Запланируйте походы по car dealership в течение 1 недели, вообще в идеале в течение 3 дней. Тогда все запросы в рамках этих 3 дней будут считаться одним запросом на проверку, и ваша кредитная история не пострадает прям сильно. За то, чтобы узнать свой кредитный скор, нужно еще и приплачивать. Я обалдеваю с их финансовой системой здесь. В моем Huntington банке возможность узнать свой кредитный рейтинг появилась вот буквально, по-моему, месяц назад. Как по мне, это странно. Все могут узнать его, кроме, вас. Но выход все же есть. Так называемое мобильное приложение Credit Karma. Да, Credit Karma. Где вы подвяжете все свои карты, и он будет выводить приблизительный кредитный скор, который у вас там формируется. Рекомендовано в целом иметь не более 5 кредитных карточек, иначе будете считаться злостным заемщиком. И в целом, пока сам банк вообще не предложит вам открыть у него кредитку, не стоит самим пытаться, потому что это считается также inquiry и будет сидеть потом на вашей кредитной истории целых 2 года. Это все с негативной точки зрения, естественно. И парочку любопытных фактов о кредитах в США. Общий кредитный долг всей страны, Америка, составляет $986 миллиардов. Задумайтесь на секундочку, это целый $1 триллион. Если у вас слишком большая задолженность по кредитам, государство вам его простит, обнулив весь ваш кредитный рейтинг до нуля. С попаданием в специальный черный список, где вам не позволят иметь ни одну кредитную карту и ни один займ, не знаю дальнейшей участи. Более половины владельцев кредитных карт в Америке улучшили свой кредитный баланс в результате пандемии COVID. Это, дамы и господа, говорит о том, что мы с вами живем в обществе потребления ненужных товаров и услуг. Учитесь, пожалуйста, на чужих ошибках. Спасибо за внимание и удачной кредитной истории вам!